с объявлением карантина по COVID-19 государственные структуры Казахстана не были готовы к организации адекватных мер по оказанию экстренной своевременной помощи жертвам бытового насилия. Не выделены помещения, отдельные для кризисных центров по приему жертв бытового насилия. Только Управление социального благосостояния города Алматы выделили отдельное помещение в соответствии со всеми санитарными нормами для приема жертв бытового насилия. И Государственный кризисный центр для жертв бытового насилия города Алматы за инкубационный период во время карантина приняли 41 человека. В апреле Союз кризисных центров обратился в правительство Республики Казахстан с требованием организовать ряд мер по защите жертв бытового насилия. Во-первых, это выделение помещений. И на сегодняшний день по приему граждан жертв бытового насилия к нам присоединились. Это город Талдыкурган, Кызылорда, Нур-Султан. И следующее наше было требование, чтобы в приоритетном порядке рассматривались дела по защите жертв бытового насилия в судах. Следующий момент – это то, чтобы была организована судебно-медицинская экспертиза с доставкой жертв бытового насилия силами полиции, так как перемещения на период карантина были запрещены. Оказание помощи жертвам бытового насилия должно быть основано первое, на экстренном реагировании на все факты насилия. То есть поступил звонок, полиция обязана срочно выехать и приостановить, пресечь сам факт бытового насилия. Затем полицейские обязаны выставить защитные предписания на 30 дней для того, чтобы обеспечить безопасность со стороны агрессора в отношении жертвы бытового насилия. И самое главное, отслеживать исполнение этого защитного предписания. Агрессор не должен приближаться, звонить, вступать в контакты с жертвой бытового насилия на период выставленного защитного предписания. В случае, если данное защитное предписание нарушается, то применяются меры особого значения. И агрессор может быть привлечен к административному наказанию лишения свободы перемещения до 10 суток. Третий момент. Рекомендовать агрессору покинуть помещение, жилое помещение, в котором они находятся вместе со своей жертвой. Четвертое. Рекомендовать обратиться жертве бытового насилия на службу телефона доверия 150 или же обратиться и написать на WhatsApp номер 8 708 10 608 10 с просьбой оказания помощи психологической и социального сопровождения в государственные структуры. Неумение управлять своими эмоциями, отсутствие знаний по изменению агрессивного поведения. Все это подчеркивает необходимость развития коррекционных программ с агрессорами в Казахстане, формирование у агрессора гуманистических ценностей, ответственное отношение к своим поступкам, их последствиям, в том числе воспитание детей и ненасильственной модели поведения. Вот сейчас Союз кризисных центров вместе с фондом Эберта, Министерством информации и общественного согласия, Центром гражданских инициатив Казахстана приступил к разработке стандартов по работе с агрессорами и модели внедрения работы с агрессорами как индивидуально, так и в группах. И мы надеемся, что данный опыт и данный пилотный проект будет иметь положительное воздействие на изменение политики государства профилактики бытового насилия, умение сдерживать агрессию и тем самым повлиять на снижение уровня бытового насилия в Казахстане. Научиться слышать и слушать друг друга. Договориться о личном пространстве и личном времени для реализации своих интересов, развития личностного роста. Третий момент – это уважать мнение другого человека, партнера и в том числе детей. В случае невозможности найти компромисс во время конфликта, необходимо остановиться, прекратить спор, обратиться к службе национального телефона доверия для детей и молодежи номер 150, получить информационно-справочную помощь, психологическую поддержку или же обратиться на телефон 8 708 10 608 10. И, конечно же, не оставаться
сторонним свидетелям насилия, ни в коем случае. Сообщать в полицию, звонить на телефон 150 о фактах бытового насилия. Молчаливое согласие порождает насилие. Неравнодушное участие может спасти здоровье и жизнь человеку.